Привет, это канал Яр Гитар, меня зовут Ярослав. А это Sigma OMM ST. Хочу поделиться мнением об этой гитаре. Погнали. И вначале короткое отступление. Звукосниматель, накладка для перкуссии, корпус, напичканный датчиками – все это тема отдельного разговора. И на эту тему я обязательно сделаю видео. А сегодня мы поговорим про эту гитару просто как она есть. Чем она мне нравится? Первое – это фолк. И так как мой гитарный уровень очень далек от желаемого, практиковаться приходится много. И в этом случае удобство инструмента становится чуть ли не главным фактором. А фолк – это самый удобный корпус. Вне конкуренции. Да, немного уступает дредноутам в плане баса, объема, но это как минус, так и плюс, потому что звучание при этом становится более ярким и акцентированным. Кроме того, фолк намного лучше подходит для студийной работы. И это второй момент. Подробнее об этом скажу в конце видео. Третий момент. Ширина грифа у верхнего порожка 45 мм, вместо привычных 43. Казалось бы, 2 мм всего, но вот нет, играть намного удобней. Четвертая причина – профиль грифа. Я в них не особо разбираюсь, поэтому умничать не буду. Скажу просто, что гриф тонкий и играть очень удобно. Пятая причина, по которой мне нравится эта гитара, и у меня на это 5 причин, это звук. И здесь не будет никаких восторженных воплей, типа, ребята, она стоит всего 25 тысяч, но вот я ее, знаете, сравнил с Мартином за 200, и вот она вообще не уступает. Это массив начально-среднего уровня. Ни о какой конкуренции с премиум-сегментом речи, конечно, не идет. Я всего лишь говорю о том, что у этой гитары, по моему мнению, одно из лучших соотношений цена-звук. За свои деньги она звучит просто прекрасно. Вот послушайте. Если говорить о недостатках, то объективно я их не увидел. Гитара собрана очень качественно. Есть, конечно, небольшой процент брака, собственно, как и у всех брендов, но здесь нужно смотреть каждый инструмент конкретно. И по части сборки, кстати, есть моменты, которые нужно знать. А именно, гитара называется Sigma OMM ST. Если вы захотите купить ее в магазине, на ней будет написано OMM ST+. Откуда появился плюс и что он означает? Плюс в названии модели Sigma говорит о том, что накладка на гриф и бридж сделаны из микарты. Если плюса нет, то накладка и бридж сделаны из палисандра. Сейчас почти все Sigma, кроме топовых, делают с микартой. Палисандра становится все меньше, он становится все дороже, его постепенно запрещают использовать, поэтому в данном случае микарта. Это композитный материал, из него, насколько я знаю, делают рукоятки для ножей. Преимущество микарты заключается в том, что она не рассыхается, не трескается, за ней не нужно ухаживать. Но при этом она имеет очень специфический запах, который долго выветривается. Об этом просто нужно знать. Как она вообще с точки зрения звука, вам наверняка интересно. Честно говоря, разницы не услышал. При том, что настроен был весьма критично. Какой нафиг композит? Дерево же лучше звучит, мы же все это знаем. Тем не менее, все звучит как надо. Вот прям хорошо. И последнее, о чем я упоминал в начале видео. Если вы планируете использовать гитару для записи в студии, то вот вам еще один плюс, ловите. Фолк — это, наверное, самый удачный корпус для студийной работы. Объясню почему. Если мы пишем дредноут или джамбо и студийные условия не идеальные, а чаще всего так и есть, приходится вырезать много баса. Потому что вылезают резонансы, это плохо, надо их вырезать, а вместе с ними неизбежно вырезается и полезный сигнал. И конечное звучание становится бедней. Да, если звукорежиссер профи, то он делает это очень аккуратно и тонко, и звук теряет совсем немного, почти не слышно. Но все же теряет. А вот в случае с фолком басов изначально меньше, вырезать приходится меньше и звук страдает меньше. В итоге мы получаем гитарный саунд более естественный и более тембрально правильный. А что еще нам нужно? Но неужели прям все так хорошо, спросите вы? Конечно нет, есть кое-какие нюансы, но это уже скорее мои капризы. Например, маленький корпус автоматически означает очень слабую бочку. Получается очень вяло, тихо, нет тела, не качает. То ли дело дредноут или джамбо.
Еще иногда все-таки не хватает вот этого объема и глубины, присущего гитарам с большими корпусами. Хочется поиграть, и чтобы вот было ощущение рояля. Но это все логично. Там, где плюсы, там и минусы. И, как по мне, плюсов у этого инструмента гораздо больше, чем минусов. А у меня на сегодня все. Спасибо. Пока.